Канарские острова принадлежат Испании, хотя плавают далеко от нее. Они находятся в Атлантическом океане, рядом с Африкой. Мы прилетели на Тенерифе, от него морем на Гран-Канарию, потом на Фуэртевентуру и Лансаротте. Это 4 самых больших из 7 островов архипелага. Каждый из них как отдельная планета. Здесь от теплого океана до заснеженного вулкана час дороги. Здесь пляжи из попкорна, а местные канарки гуляют по застывшей лаве топлес. Звучит как рай на земле. Это он и есть. Тенерифе начинается с тропического сада. Это плантация с маракуйей, папайями и бананами. А между фруктовых деревьев стоят шатры. Внутри они уютные и просторные, как в Гарри Поттере. Это хиппи-поселение организовали на обрыве к океану. Всю ночь слышно, как волны разбиваются о камни. Утро приходит сюда из-за гор. С платформы для йоги океан кажется как на ладони. Райский сад устроила испанка Сара, как место для разных практик. Хиппи, йога, аяхуаска. Идеальное место для перезагрузки. Сумасшедший ландшафт, морской воздух, тропические фрукты. С непривычки кружится голова. Интересно, что все фрукты, кроме папайи, нам разрешили срывать и есть. Папайя же была предназначена для папы Сары. Такой вот каламбур. Душ здесь в открытом саду с легкой перегородкой. Вода льется из стебля бамбука. А из эко-туалета вид на раскатывающиеся волны. Особую экзотичность придают ящерицы в саду. Что бегает внизу, это большие ящерицы. Ты идешь все. Через пару дней к этому привыкаешь. Находится этот парадиз в рыбацкой деревне Пунта-дель-Идальго. Маленькие поселки на Канарских островах всегда интереснее туристических районов. А откуда этот скепсис к туристическому? Наверное, от того, что хочется ощущать себя скорее путешественником, а не туристом. Туристы загорают вокруг бассейна all-inclusive, бронируют экскурсию в город и покупают магнитики на холодильник. Путешественник – это практически профессия, состояние души, чистая спонтанность. Он не ходит протоптанными тропами, постоянно бросает себе вызовы. У него нет обратных билетов. В конце посмотрим, кто здесь кто. Билеты, по крайней мере, у нас уже есть. Ах, рыбацкие деревни. Такие маленькие, что все жители помещаются в деревенскую церковь. Здесь по-домашнему уютно. Пастор читает молитву. Те, кому таки не хватило места, занимают столы в ресторанчике напротив и заказывают местный козий сыр. В этой деревне есть даже современная архитектура. Это изящный 50-метровый маяк. Один из 7 на побережье Тенерифе. По динамике напоминает только отреставрированную стелу «Штык и парус» в Севастополе. Жалко, нельзя без ключа вверх попасть. Но можно подняться еще выше, в горы Масица-де-Анага. Это горная гряда на севере Тенерифе. Со стороны Пунта-дель-Идальго туда можно попасть только пешком. Это дикая и отдаленная от цивилизации местность. Иногда точно не отличить, где есть тропа, а где ее нет. Поэтому я с Татьяной слегка заблудился.
Как оказалось, груда сложенных друг на друга камней на тропинке была чем-то вроде барьера, знака, что дальше идти не надо. Мы оба ее уважительно переступили и пошли дальше, а дальше уже нужно было карабкаться. А еще дальше уже нужна была страховка. В какой-то момент мы очутились вон там на скалах, и дальше уже идти было даже некуда. Пришлось вернуться на тропу. Виды здесь без преувеличения завораживающие. Сочетание гор и океана просто фантастическое. А когда знаешь, что в конце пути тебя еще ждет ужин, душа поет. На одной из вершин есть деревня в несколько домов, Чинамада. Здесь есть ресторанчик с местной картошкой, сваренной в соли, жаркое из козла и опять же козий сыр. И снова в путь. Из-за неприспособленности к диким условиям я сделал пару ошибок. Не рассчитал время и не взял фонарик. Завороженные природой и свежим воздухом офисные работники не заметили, как село и солнце. Когда солнце село, уже прохлада спускается, но тепло исходит от камней, еще теплые. Ты идешь, прям чувствуешь, как от него веет теплом. Потемнело буквально за полчаса, и идти по отвесным скалам стало захватывающе. Татьяна начала слегка паниковать и в какой-то момент поскользнулась, и потом в замедленном действии падает и перекатывается к обрыву. Я срываюсь в ее сторону, тоже подскальзываюсь, падаю и только успеваю схватить ее ногу на краю. Ох, было близко. Подскользнулась, упала и уже вот так через край начала перекатываться. Фух. Да я пытался Татьяну поймать. Идти дальше надо было еще час, а светлее не стало. Тропинка вдоль обрыва без ограждения, ее не видно. И тут сверху лучи света. Сюда спускается Иисус. Местный испанец Иисус возвращается домой со своей горной плантацией. No battery. Que no tiene batería. No battery. Claro, claro. Он-то нам и подсветил путь и довел до самой калитки. По дороге все время приговаривал: «Ах, туристо, туристо». В хиппи-поселении мы продезинфицировали ссадины и пошли спать. Я не знаю, как мы нашли людей. Самое занимательное, правда. На юге Тенерифе, в Адехе, нас ждали друзья, и на следующий день я с Татьяной собрался к ним. На острове есть шоссе, оно опоясывает его почти полностью, процентов на 80, так что из одного конца в другой ехать около 1,5 часа. Когда перед глазами постоянно океан, ехать без остановок так долго невозможно. Хочется притормозить и искупаться. Вот и мы только успели отъехать, а здесь натуральные бассейны, бушующие волны и горы на фоне. И огромные, не вписывающиеся в ландшафт отели. Красные, как будто уже вареные крабы здесь прячутся от шторма на стенках волнореза. Это чтобы их волной о камни не раскололо. Закаты здесь фантастические, цвета крабов. А на ужин рыба. Как здесь живут местные? Постоянно счастливые? Живут они в маленьких деревянных домах. Летом тут большая жара, поэтому окна делать наоборот поменьше, чтобы внутри в помещении можно было спрятаться от него и от жары. Еще и обязательный атрибут — это ставни. Пахнет отсюда говном. Особо рано не встают. На рассвете в горной деревне Вилла Флора на улицах почти никого и нет. Все спят. Ура, ура. Наверное, поэтому и счастливые. А туристам даже в 7 утра здесь по кайфу. Проснулись ни свет ни заря и пошли к часовне Святого Роха. Оттуда вид на всю деревню и опять же океан.
Красота. Татьяна идет. А в нашем домике в это время уже приготовили завтрак. За кухню здесь отвечает муж и жена. Жена готовит блинчики, а муж их подает. Отличное начало дня было положено. И мы собрались и поехали в Адехе. Это, наверное, самый туристический город на Тенерифе. Здесь мы встретились с Машей и Соломией. Ого! И сразу поехали на пляж с черным вулканическим песком. Он здесь похож на семена внутри папайи. Наконец-то мы ее попробовали. Кстати, ее едят с солью. С этого пляжа, кроме красивого заката и пальм, виден еще и соседний остров Гомера. По сравнению с Тенерифе он малыш, там живут 20 тысяч человек. На побережье всех Канарских островов встречается маленькое чудо природы, которое слегка подкорректировал человек. Это природные бассейны из застывшей 3 миллиона лет назад лавы, а люди обычно закрывают участок бетонным волнорезом. Так получается бассейн, состоящий водой. Простое сочетание море, пляж, закат делают настоящую магию. Как писал Довлатов, дело в обстоятельствах времени и места. А в таких обстоятельствах хочется думать только о прекрасном. О любви, о красивых женщинах топлес и о вкусной еде. Да, подходило время ужина. Плая де лас Америкас – это самый туристический район всех Канарских островов. Мои же шутки против меня. Мы праздновали встречу в серферской пиццерии. И пицца, и народ здесь простые и веселые. Как раз то, что нужно. Машу и Соло я отвез в их серферский дом, а сам с Татьяной остался ночевать в маленьком Пежо на улицах Адехе. Пристает сон в машине. Одеяло вот. Оказалось, что в нем можно выспаться. Особенно, если у тебя есть пуховое одеяло. Ну, будет все хуже. У Тенерифе есть одна особенность, которой нет у других островов. Здесь всего лишь час на машине отделяет пляж с теплой океанической водой от заснеженного вулкана Тейде. Просыпаешься пораньше, идешь на пляж, после пляжа пьешь с девушками по коктейлю и в путь. По дороге есть еще одна жемчужина – ущелье Маска. Мы туда поднимаемся. Долина Маска. Очень красивое место. Ничего общего с Илоном оно не имеет. Просто само по себе. Долина Маска. Понятно. Маска – это маленькая деревня на 100 человек. Она известна своим экстремальным расположением. 50 лет назад здесь не было электричества и дороги. Попасть сюда можно было только пешими тропами. Сегодня ленивые туристы приезжают сюда на машинах, а от самой деревни по ущелью идут пешком до океана. Самые ленивые выходят просто прогуляться и поесть кактусов. Местный фермер открывает опунции ловкими движениями. Даже мне не дал попробовать. Эти плоды растут на кактусах на всех островах. Это просто кактуса. Ого! И меня забрызгала. Только я оделась. Вот так Ладно, я не буду пробовать. Но просто так сорвать его не получится. Опунция вся в микроиголках, еще и с гарпунчиками на концах. Thank you so much. Gracias. Очень собираюсь. Прикольно. На северо-западе Тенерифе, в Пуэрто-де-ля-Крус, есть Лора-парк. Мы идем в Лора-парк. Смотреть на косаток. Цена вопроса 40 евро. Лора-парк переводится с испанского как парк попугаев. Сначала здесь были только они, а сейчас полноценный зоопарк. У него такой дзен. Отдельный кайф – это стеклянный тоннель сквозь аквариум. Некоторые акулы отдыхают прямо лежа на нем.
эффектно подсвечены медузы. Их выращивают здесь же. Представление с касатками проходит 3 раза в день. И на последнее мы не успели. Я не смог совладать с этим чувством и втихаря пробрался к вольерам. Вау! Эти создания выглядят величественно. Масштаб потрясающий. Даже издалека это видно. Плавник высотой человека. А как они дышат! Хорошая затравка для того, чтобы увидеть китов в океане на свободе. А пока мы пошли смотреть на бушующий океан. Дома на скалах и закат с хрупкого мостика. Красиво в Пуэрто-де-ля-Крус. Для местных жителей это привычные виды, поэтому они устраивают застолье у себя в гаражах. На ужин здесь подают ла-паэлью с морепродуктами. У девушек от нее были смешанные чувства. И мы двигались дальше, в сторону вулкана Тейде. Чтобы не ночевать эту ночь в машине, я с Татьяной заселился в уютный гостевой дом в деревне Сан-Мигель. Он принадлежал бывшей норвежской стюардессе Анне. Она уже давно была на пенсии и открыла себе бизнес для души. Здесь все сделано с любовью и немного со вкусом. Мы попали сюда как раз на католическое Рождество. Анна приготовила для всех постояльцев бранч в честь рождения Иисуса. По дороге в Адехе попалась редкая в здешних местах современная архитектура. Это брутальная махина, многофункциональный конгресс-центр в Лас-Америкас. Год назад был вирус танца из сериала Friday под песню Lady Gaga. Вот и мы под него попали. Солнце зашло, наступал вечер католического Рождества. Как его празднуют религиозные аргентинцы? Какие песни поют в честь рождения Иисуса? Сегодня узнаем это в доме, где жила Маша и Соло. Маша уже готовит кофе, булочки, картошечка уже варится на винегрет, Соломея на подрыве, уже зубы чистит даже. Жилище серферов, ловец снов, серфы, доски всякие. Одна сломалась и вид на горы, на горы. Там сверху еще терраса есть. Небольшой импровизированный завтрак. Празднуют шумно, накрывают на крыше дома стол. Хозяин дома Микеланджело жарит мясо. Помимо катания на серфе, он еще и повар. Гости приносят рождественский пирог панеттоне и шоколадки. Потом тост, взрываются фейерверки. Артур уже навеселе. И начинаются танцы под реггетон. Аргентинцы – достойные соперники в плане танцев. Наши девушки конкурировали на равных, но в конце слегли. Надо отдохнуть, завтра в дорогу. А тут еще и день рождения Татьяны. В рождественские выходные все магазины здесь закрыты, тем более в маленькой деревне Сан-Мигель. Мне пришлось собирать букет цветов по улицам. Выспалась? Ну, такое. А что там? А там был подарок. Машина? Чтобы избежать ссадин и опухших ног в походах по горам, Татьяна получила туристические ботинки. А часть букета даже на себя примеряла. Что у нас там впереди? Это он! Пик вулкана Тейде. В последние годы ученые заметили рост его вулканической активности. Начала подниматься магма. Последний раз он извергался 100 лет назад. А сегодня весь остров – это сейсмически опасная зона. Так что местные в принципе морально готовы к новому извержению. Туристы, естественно, тоже. Купили билеты на канатную дорогу до самого кратера, а это 3500 метров над уровнем моря. Самая высокая точка и Канарских островов, и всей Испании
и всего Атлантического океана. Мужчина с кухни Вилла Флор рассказывал, что если прийти на самый верх на рассвете, можно увидеть тень от вулкана. Она простирается на десятки километров по поверхности океана. Солнце поднимается, и эта тень начинает двигаться. Вот. Ну и типа это восхитительно. Легенда гласит, что это самая длинная тень в мире, которую можно увидеть на Земле. Может быть, но мы здесь не на рассвете, и вообще из-за погоды канатная дорога не работает. Ворота закрыты. И вот там уже начинается сама вот эта канатная дорога, там база с рестораном, видимо. Вон эти башни. И здесь вот шлагбаум перекрыто, я не знаю, что пишут. For safety reasons, people and vehicles are strictly prohibited. То есть туда подниматься сейчас нельзя ни на машине, ни пешком. Пейзажи здесь космические. Застывшая лава, присыпанная снегом. Красота. Есть здесь местный обычай ставить снеговика на капот и ездить с ним, пока его не разнесет ветром. Снеговик завалился. А мы устроили пикник на лавовой обочине. На столе яйца и хлеб с хамоном. Хамон по-испански, кстати, это свинина. Потом раздельно выбросили мусор и поехали в Санта-Крус-де-Тенерифе, столицу Канарских островов. Кстати, только периодически. Они чередуют это звание с Лас-Палмасом на Гран-Канарии. В Санта-Крузе есть еще одна архитектурная достопримечательность – Аудиторио по проекту Сантьяго Калатравы. Здесь мы пили кофе с видом на океан. Добрий день. Как вы добрались? Интересно или чудно? І то, і другое. Морской порт Санта-Крус находится в самом центре города. Здесь нас уже ждал паром на Гран-Канарию. Паром привез нас в Агаэте. Это регион на западе Гран-Канария. Хорошую погоду отсюда видно Тенерифе с его вершиной Тейде. Мне с Татьяной нужно было в Сан-Фелипе, а Соло и Маши в соседнюю деревню Эль-Рок. Выехать из Агаэты в том направлении у нас получилось только на такси. Спасибо водителю-испанцу, что нас подобрал, но без испанского языка объяснить, что мы едем вместе, но нам надо в два разных места, оказалось задачей. Сан-Фелипе настолько маленькая деревня, что там даже нет магазина, только кафе. Так вот застроена домами, потому что, помимо прочего, она защищает здесь от ветра, потому что там на пляже, там вообще там сильнейший ветер. Здесь собираются все жители, смотрят телек, общаются и пьют кофе. В канарских деревенских кафе время замедляется. Можно не торопясь есть картошку и думать о простых, но главных вещах. Кто особо много чего не заказывает, особо много пива не пьют, просто сидят, общаются, все друг друга знают, обнимаются, целуются. После недели на островах к видам на океан уже относишься спокойнее. Но когда волны разбиваются у тебя под окном, что даже брызги попадают в комнату, это восторг. Такое впечатление, что в этом гамаке с бокалом вина можно провисеть несколько дней не вставая. Займатися коханням під океан. Разве только чтобы покупаться, а бокалы с собой. В отличие от общественных оборудованных пляжей, у диких безлюдных есть свой шарм. Конечно, там в случае чего тебя не спасут. Зато
Там очень романтично. Оказываешься здесь через узкий проход между домами. И весь каменистый берег только для тебя. О боже, мы нашли кокос. О май гад. 3 дивы появились на фоне волн. Какая красота! Две дивы остановились в арт-резиденции. Там пьют кофе, не выходя из бассейна, Как водичка, Артур. устраивают пленеры, Татьяна рисует. а еще там готовят фирменную канарскую пиццу. Она спокойно дает фору пицце Гавайи с ананасами. Если вы итальянец, то следующие 30 секунд лучше не смотреть. Внимание, с ананасом, с бананом, Кукуруза. кукурузой, с ветчиной. Сладкая. Ну це як десерт. Есть на этом острове кое-что более удивительное, чем пицца с бананами. Дюны Мас-Паломас. Это селфи-пустыня на берегу океана. Если выбрать правильный ракурс, на фото будет настоящая пустыня. Хотя пройти ее вдоль и поперек можно за 2 часа. Она находится на самом юге острова, со стороны Африки. Какую-то часть песка сюда и принесло песчаными бурями оттуда. Силуэты барханов постоянно меняются из-за ветра. И заодно заметают следы туристов. Вдоль всей пустыни простирается широкий, классный пляж. Мы сюда попали 31 декабря, так что Новый год начали праздновать здесь. Отдельный кайф — это Мас-Паломас ночью. Там был закат, океан. Месяц такой яркий, что даже тень отбрасываешь. Темнота на теплом песке, а на горизонте зарево города. Первый тост мы подняли на трансформаторном ящике возле машины. Соленые, лохматые, наблюдали, как наряженные пары идут на закрытые вечеринки. Вино белое, вино красное. Без приглашения на подобную мы поехали в столицу Лас-Палмас. Отмечать на улицах. Ни в какой ресторан или бар попасть невозможно, все заранее зарезервировано. Но просто в городе уже весело. Дети катаются на машинках. Попросили подписаться в Инстаграме. Круче всего на пляже. Красивые, веселые люди, музыка, танцы. И в завершение салют с отражением в заливе. Сюда, из Бразилии, пришла новогодняя традиция бросать белые цветы в океан, чтобы ублажить богиню Ямайю. И, конечно, праздничный дёнер из ночного киоска. Not slim, but small. Одну минуту! С новым 2023 годом! Говорят, что 1 января самый скучный день на планете. Вчера вот на этой центральной площади тусовался весь город до 5 утра. Все отсыпаются, ничего не происходит. Поэтому мы позаимствовали одну традицию у испанцев.
встречаться в кафе и есть чурросы с шоколадным соусом. Чурросы – это жареное заварное тесто. Его выдавливают специальным аппаратом в форме звезды. Берется вот этот чуррос. И вот так вот. Раз. В Испании их едят на завтрак, и в том числе 1 января. Лас-Палмас был нашим последним местом на Канарских островах вчетвером. Маша и Соломия уезжали обратно на Тенерифе. Я смахнул слезу, и мы поехали на паром. Следующий остров – Фуэртевентура. Просыпаться рано утром в путешествии приятнее, чем в трудовые будни. И солнце светит ласково, и сэндвичи вкусные. Между Гран-Канария и Фуэртевентура самый долгий переезд. На пароме до порта Моро-Хабле 3 часа. Фуэртевентура издалека не видно. Высота горных хребтов не больше километра. Из-за этого здесь не за что зацепиться облакам и полить остров дождем. Поэтому здесь жарче, чем на других островах. И еще очень ветрено и самые протяженные пляжи. Это привлекает сюда 2 типа отдыхающих: пляжников и любителей кайт или виндсерфинга. В Моро-Хабле пляжникам сразу попался неожиданный бриллиант. Аккуратно восстановленный скелет настоящего 15-метрового кашалота, того самого из Моби Дика. Можно рассмотреть каждую косточку и, конечно, обалдеть от масштаба этого когда-то живого существа. Он выбросился на берег в 2004-м, и, о чудо, местным властям пришла в голову идея. Они создали музей под открытым небом «Тропа китов». В разных местах по всему острову установлены скелеты китов. Постараюсь собрать всю коллекцию. А вот второй экземпляр в коллекцию маяков. Это маяк Пунта Хандия на полуострове Хандия. В отличие от Пунта дель Идальго, который мы видели на Тенерифе, это один из самых старых маяков на острове. Ему 150 лет. Сюда приезжают провожать закат. Асфальтированной дороги сюда не проложено. Нужно ехать по вулканическому безлюдному ландшафту. Ощущение, как будто едешь на другой планете. А потом еще красивенный закат. После успешного эксперимента с ночевкой в маленьком Peugeot, я хотел повторить ее в Peugeot побольше. Наша будущая двухспальная кровать. У нас здесь спальня и столовая. Там гостиная. Оказалось, что без одеяла холодно. Так что Татьяна была рада первым лучам солнца. А здесь иллюстрация тех самых 2 типов отдыхающих. Следующий кит был в деревне Гран-Тарахаль. Это редкий вид, называется клюворыл. Считается, что он один из наименее изученных существ на планете. Известно только, что они могут опускаться на глубину 1 километр и обходиться без воздуха больше 2 часов. Эта самка выбросилась на мель в начале нулевых. Тогда такие случаи были частыми. После расследования оказалось, что это был результатом действий военных сил Испании у берегов. Поэтому теперь вокруг Канарских островов 50-километровая зона, свободная от военных маневров. В Гран-Тарахаль пляж длиной во всю деревню. Здесь можно попить канарский кофе лече-лече. Это слой сгущенки, эспрессо и сверху молочная пена.
В этой маленькой деревне у моря обнаружена современная архитектура. Здесь будет библиотека и совет Фуэртевентуры. Когда по острову ездишь на машине, он кажется пустынным, в отличие от Тенерифе и Гран-Канария. Зелени здесь практически нет. Тем удивительнее было остановиться в настоящем оазисе с прохладным бассейном. Из-за постоянно палящего солнца комнаты здесь сделаны почти без окон. Из-за обилия солнца и ветра на Фуэртевентура в местной архитектуре они делают мало окон, а точнее вообще не делают окон. Вот это все помещение, в нем нет ни одного окна, только прозрачные двери. Стены с фирменными вкраплениями местного камня. Здесь спальня с прекрасным большим зеркалом. Еще одна дверь, окно. И изюминка этого номера — печь. Эти милые домики находятся на подъезде к столице Пуэрто-дель-Росарио. В порту Пуэрто-дель-Росарио на самом видном месте спрятан следующий скелет кита. Это 9-метровая самка вида полосатик Брайда. Этот вид живет отстраненной жизнью, иногда даже в одиночку. На фоне круизного лайнера это одно из крупнейших существ на Земле кажется не таким уж и большим. В этот день в городе было праздничное шествие в честь праздника трех королей. Короли – это три важных события в жизни Иисуса. Приход к маленькому Иисусику волхвов, крещение Иисуса в Иордане и богоявление. Король похож на Деда Мороза, только едет верхом на верблюде. Сразу за шествием едет уборочная техника и собирает блестки и глиттер. Что здесь у местных на ужин? Сморщенная картошка по-канарски, папас аругадос. Ее варят с большим количеством соли, чтобы вода выкипела и оставила белесый налет на шкурке. Подается с двумя соусами. Острый мохо-рохо с перцем чили и зеленый мохо-верде с кинзой и петрушкой. Потом жареные осьминожки и запеченный перец падрон. Уже известный кофе со сгущенкой лече-лече – это и кофе, и десерт сразу. Житель дождливого Гамбурга сразу замечает, насколько по-другому проходит день, который начинается с солнца. А если еще и с котиком, то это гарантия счастливого дня. Под такой случай подходит посмотреть что-то наоборот, зловещее. Например, кораблекрушение. 30 лет назад был списан круизный лайнер под названием American Star. Корабль с яркой жизнью и смертью. Переоборудованный во время Второй мировой войны для транспортировки солдат, после войны работал снова для туристов и даже иммигрантов. В 80-х его списали и уже буксировали из Греции в Таиланд. Там он должен был стать гостиницей на воде. По пути начался шторм. Трос буксировщика оборвался, а команду пришлось эвакуировать на вертолете. После шторма лайнер выбросило на мель у пляжа Плая де Гарсей. И следующие 10 лет он был мотивом для крутейших фоток, пока не развалился. Сейчас все, что от него осталось, находится под водой. С дрона хорошо видно. Это западная необжитая сторона Фуэртевентура. Здесь почти нет асфальтированных дорог, а кругом пустыня и скалы. Немного севернее, в Эль-Котило, следующий кит. Как и в Гран-Тарахале, это клюворыл. Они оба выбросились на берег в одно время. Какая же это классная идея выставить этих китов. Здесь круто все. И задумка,
что эти природные скульптуры сделаны на стыке науки и искусства, и исполнения, то, какие места для них подобраны, и как минималистично они монтированы. На Фуэртевентуре не покидает ощущение таинственности. Это пустынный остров, на котором разбросаны абсолютно удивительные вещи, как будто пасхалки в компьютерной игре. Кто бы мог подумать, что существует пляж, усыпанный попкорном. Да! Вот он! Вот он! Пляж из попкорна! Это попкорн! Это попкорн! Плая дель Бахо де ля Бура. Кстати, брать с собой хлопья попкорна запрещено. Если боишься волн, можно искупаться в натуральном бассейне. Вода в нем спокойная, кристально прозрачная и при этом бирюзового цвета. Это на востоке острова. Муниципалитет Антигуа. На местной соливарне здесь спрятался самый большой из китов Фуэртевентура. Это финвал. Вы только посмотрите на этого монстра. Двадцатиметровый скелетище. Просто огромный! Это не какой-то динозавр, это сейчас такие существа живут на земле. А посмотрите на его грудную клетку! Да в нее машина поместится! Финвал — это второе после синего кита самое большое существо на планете. Из соливарни сделали музей соли. Самое крутое здесь — это магрибские белки. Их тут полно, они живут в норах между камней. Утром они ищут себе еду, а вечером вылазят почилить на солнце. Время на этом пустынном, ветреном, но красивом и гостеприимном острове заканчивалось. Я с Татьяной ехал на север, в портовый город Каралехо. Отсюда плывем на последний остров, Лансароте. Там Лобос, остров. Мы плывем туда, на Лансароте. Вода в порту прозрачная и просто кишит рыбой. Проплываем мини-остров Лобос. И через час мы уже в Плая Бланка. Переводится как белый пляж. А в глаза бросается прозрачнейшая вода. Здесь подают всю ту же канарскую картошку и салат здоровья. На Лансароте нас уже ждал самодельный кемпер. Доброе утро. Его хозяин Мигель едва ли говорил по-английски, но объяснил, что если остановит полиция, сказать, что он мой друг, а кемпер дал мне просто покататься. Ну что, друг так друг. Это первый дом на колесах для меня. Я с Татьяной на радостях срываюсь в серферскую деревню Фамара. Боже, если бы у меня был выбор, в каком настроении прожить остаток жизни, я бы выбрал настроение Калета де Фамара. Народ весь на чиле. С одной стороны горы, с другой океан. Широкий пляж, полный серферов. Вечером, после дня катания, люди собираются на центральной улице. Это 50 метров с 3 барами. Они обсуждают свои успехи на волнах. Мы тоже взяли курс серфинга. Сначала инструктор Родриго учил нас на берегу, показывал, как вставать на доску и в какой момент. А потом нас бросили в холодную воду. Я, правда, переоценил свои возможности и взял с собой GoPro без поплавка. И Родриго, и ребята из нашей группы меня предостерегали. Первую волну выдерживаю достойно, а вот вторая выбивает камеру из рук. Через час поиска блик сверкнул мне с песчаного дна. В такому случае вся наша группа аплодировала.
Камера за это время сняла артхаусный фильм. Вид на волны снизу, вот тут самолет летит, люди наверху плавают. Первую ночь мы спали в кемпере прямо на пляже. Я приготовил пасту на встроенной кухне, и мы ужинали с видом на океан. Особый кайф – это просыпаться и открывать дверь утром. Вот ее. Вот она, красота этой жизни. А вторую ночь наш кемпер стоял на северном краю острова. Возле смотровой площадки Мирадор дель Рио. Отсюда видно соседний мини-остров Грациоза. Ночью в радиусе несколько километров нет ни души. И тут нарисовалась небольшая драма. Я закрыл дверь изнутри и больше не мог ее открыть. Ее просто заклинило. Как мы закрыты в тесном помещении. Не можем открыть дверь. А почему ты смеешься? В общем, мы оказались вдвоем запертыми в фургоне. Паниковать, конечно, повода не было. У нас внутри была вода, туалет и маленькая отдушина в потолке для воздуха. Когда знаешь, что тут закрыто все, мне стало тесно. Но чувство клаустрофобии немного поджимало, так что пришлось написать хозяину Мигелю. Он сразу откликнулся, а через час уже были слышны шаги снаружи. Вроде как приехали наши спасители. Hello? That was easy. Нас освободили, и к моему стыду оказалось, что нужно было просто тянуть ручку в другом направлении. Я все время тянул сюда. Как маршрутки. Как маршрутка. Оказалось, что ее нужно туда. Утром опять ритуал открытия дверей. И можно еще подремать. Потом завтрак на ветру. И мы пошли гулять на скалы с красивенными видами. Там мы встретили супружескую пару, американца Дэвида и британку Мэри. Они приехали сюда полетать на параплане. Как круто! Настоящее чувство свободы! Лансароте называют островом огнедышащих гор. В середине 18 века здесь извергались вулканы. Поэтому треть острова покрыта безжизненным базальтом и пеплом. У подножия горы Корона 50 лет назад открыли самую большую вулканическую пещеру. Называется Cueva de los Verdes. В ней вымостили дорожки и живописно подсветили все пространства. И получилось что-то невероятное по ощущениям. Видео едва ли передает атмосферу внутри. Динамичные пространства перетекают из одного в другое, через коридоры и галереи. И тут внезапно появляется концертный зал. И в нем реально дают концерты. Проходишь дальше, и здесь уже совсем космическая картина. Огромный тоннель уходит и вниз, и вверх по кривой, и скрывается за поворотом. На поверхности не скажешь, что внутри спрятана такая красота. Чтобы продолжить тему вулканов, мы поехали в известный на острове и за его границами ресторан Эль Диабло. Здесь курочку готовят над жерлом. Он находится внутри национального парка Тиманфая. Здесь сразу показывают шоу. Солому держат над жерлом вулкана, и она соответственно загорается. Или заливают воду в скважину, и она выстреливает.
Идея построить ресторан в этом лунном ландшафте пришла художнику Сезару Манрику. Он, пожалуй, самая известная персона на острове. Здание ресторана сделано на возвышенности. Оно круглое в плане с прозрачными внешними стенами. Так что можно рассматривать непривычные виды прямо из-за стола. Посередине арт-объект, засохшее инжирное дерево и кости верблюда. Это отсылка к легенде о местном отшельнике Иларио. Он жил с верблюдом и вырастил инжир, но дерево не давало плодов. В легенде говорится, что цветок не может питаться огнем. А вот курочкой очень даже. Любой желающий может посмотреть, как готовят ее над жерлом. Вот он, цыпленок с овощами. Получилось вкусно. Жар вулкана добавляет легкий привкус серы. Как уже известно, погулять по застывшей лаве здесь не разрешают, но можно проехать по экскурсионному маршруту на автобусе. Полчаса ты сидишь с открытым ртом, а в некоторых местах с закрытыми глазами. Дорога здесь узкая, однополосная и без ограждений. А автобус широкий, водитель в нем настоящий виртуоз. После вулканического обеда купаться мы поехали тоже в жерло вулкана. Я еду в следующем отделении. А Артур за рулем. Это прикольно. Монтанья де Гольфо. Это редкий пример гидровулканизма, когда извержение происходит от взаимодействия воды и магмы. Внутри кратера образовалась лагуна. Из-за одноклеточных водорослей у нее ярко-зеленый цвет. А песок на пляже черный-черный, особенно на контрасте с белыми волнами. Ночевка была соответственно на вулканическом ландшафте. При лунном свете природные каменные скульптуры выглядят жутковато. А вот утром красота. Это место называется Ла Рафера де Тесегуите. Здесь из вулканических образований добывали рофе. Это пористый вулканический песок. Его использовали для посевов, так как он может удерживать воду. Так человек, ветер естественным образом стали соавторами этих абстрактных скульптур. Под впечатлением от этого места, через год мы возвращались сюда опять. И опять всей командой. Мы хотели снять, как танцуем на крыше уже нового кемпера на фоне этих каменных изваяний. И так увлеклись, что не заметили, как к нам подъехала гвардия Сивил. Это такая местная полиция. Они позвонили хозяину кемпера, доложили об увиденном и уехали дальше патрулировать. Некоторые катаются здесь на баги. Мы сегодня рассекаем на машине не менее заметно. Раскраску этой BMW придумал сам Сезар Манрике. Этот художник местная легенда. Такое впечатление, что он спроектировал большинство известных зданий на Лансаротте. Он ввел дизайн-код острова, когда это еще не было мейнстримом. По его задумке все дома на острове должны быть белыми, а окна и двери синими у моря, а зелеными в долинах. Благодаря ему запретили рекламные щиты. Он вместе с другом в правительстве ввел лимит по высоте для зданий, а гостиницы разрешил строить только в 3 городах острова. С незаконными бетонными коробками он боролся до конца жизни. В общем, Манрике – это абсолютный герой. То, что он делал, это невероятно вдохновляет. По сути, Лансаротте обязан Манрике тем, что его природную красоту до сих пор не испортили. Это под его руководством проектировали ресторан Эль Диабло в национальном парке Тиманфая. И ресторан-смотровая площадка Мирадор дель Рио на севере острова, где мы останавливались в первую ночь.
А я с Татьяной ехал в дом-музей Манрике на машине с его дизайном. Фонд Сезара Манрико. Помимо таланта и активной гражданской позиции, он еще был и тусовщиком. Его дом в Таиче мог бы быть крутейшим ночным клубом. Это футуристический лабиринт из вулканических пузырей под землей. Они соединены лавовыми тоннелями. В гостиной прямо из пола растет фиговое дерево. По комнатам разбросаны небольшие бассейны, а для парочек сделаны укромные уголки. Эх, представляю, какие здесь закатывали вечеринки. Мы жили в доме, сделанном по дизайн-коду Манрике. Как видите, зеленые двери, значит мы в долине. Комната с круглым окном и высоченными потолками, и таким же кактусом. Доброе утро. И мое любимое, душ с окном. Обалдеть. И такая реакция практически на все на острове Лансароте. Невероятные вулканические ландшафты. Лава, которая извергалась несколько сотен лет назад, выглядит так, как будто только остыла. Эти ландшафты в сочетании с интеллигентно вписанной архитектурой выглядят просто фантастически, как будто во сне. И это тот сон, который ты надеешься увидеть снова. Помимо того, что Канарские острова – это рай на земле, они еще и теплое убежище зимой, если вы живете в холодной стране. Как раз зимой за 3 недели мы проехали 4 острова – Тенерифе, Гран-Канария, Фуэртевентура и Лансароте. Все 4 удивительным образом не похожи друг на друга. Тенерифе – это целый микромир. Здесь есть заснеженные вершины гор и теплые пляжи, туристические города и уютные деревни, фруктовые плантации и рыбные ресторанчики. Это самый большой и развитый из островов. Здесь хочется остаться, жить и работать. Гран-Канария – это второй, самый населенный остров архипелага. Здесь есть своя микропустыня Маспаломас. И город Лас-Палмас, который по очереди с Санта-Крузом де Тенерифе перенимает статус столицы Канарских островов. Фуэртевентура – это таинственный остров. Вдоль пустынного ландшафта на километры простираются песчаные ветреные пляжи. Здесь много нетронутых территорий, даже без асфальтированных дорог. Но если знать, куда ехать, можно найти жемчужины и пасхальные яйца. Фуэртевентуру хочется открывать. Лансароте – это остров удивительного баланса природы и человека. Черная поверхность вулканов графично сочетается с белыми домиками вокруг. Важнейшую роль в этом сыграл Сезар Манрике. Здесь красота куда ни посмотри, без исключения. Даже туристические города выглядят симпатично. На Лансароте хочется остаться жить.